Здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Сегодня я хочу рассказать про очень классный девайс, который сделал мой отец в начале 90-х, когда компьютеров у нас не было, но появлялись какие-то игровые приставки типа Atari или Spectrum. В них можно было играть в основном одному. И со Spectrum у нас шел единственный один Kempston джойстик, который мы, конечно же, уже почти доломасали, и уже какой-то новый джойстик нам купили, и все равно мы их ломасали. И для того, чтобы мы джойстики не ломасали, нам отец сделал антивандальный джойстик. Вот, к сожалению, разъема не осталось от него, но осталась вот такая вот обгрызочная небольшая штучка. И сейчас я вам его покажу. Вот он в коробке из-под часов. Это джойстик. Это тоже Kempston джойстик. Вот, он изготовлен в таком корпусе, который, в принципе, если вы бросите... он изготовлен в таком корпусе, который, если вы даже попробуете бросить об землю, я не думаю, что вам удастся сильно повредить этот джойстик. По сути, вот хорошее крепление, которое можно достать. Ты ему слово, он тебе по сути. Так, ну, в общем, смотри. Значит, как устроено это устройство? Металлическая пластина, которая размещена над 4 кнопками. Вперед, назад, вправо и влево. Значит, мы хорошенечко, вцепившись в отвертку, да, это была отвертка, стала джойстиком, и можете таким образом управлять луноходом. Lunar Patrol была игра, в которую мы хотели играть вдвоем, но у нас не было возможности играть вдвоем, потому что второго джойстика у нас не было. И вот такой вот на заводе был изготовлен для нас джойстик. Так, кнопка непосредственно одна единственная, ну, в Спектруме она и была одна единственная, хоть они часто и дублировали их, изображали их, но сам факт, что этот девайс, в принципе, может служить и по сей день. Это означает, что если я грамотную распиновку вот здесь вот запаяю, то я смогу при помощи этого великолепного девайса играть в современные игры. Так, в предыдущий раз я рассказывал про версию Gardner Shoe 0.46.7, и сейчас уже 0.52.5. Это означает, что произошло просто большое количество изменений, о которых нужно рассказать. Но также ты помнишь, что я отвлекался на целый месяц. На целый месяц, весь месяц май, я занят был созданием игрушки 3 в ряд. И вот я ее выпустил. Конечно, в ней еще выходят какие-то фиксы. Я выложил ее как есть. Яндекс до сих пор не принимает мою игру. Уже 3 или 4 раза все новые и новые претензии создает. Притом уже все абсурднее и абсурднее претензии. Вот, например, одна из претензий Яндекса к вот этой игре. То, что не видно то, что написано на мониторах. Ну, то есть в 3D игре, в которой ты можешь приблизить любой участок, есть проблема. Когда отходишь дальше от предмета, чем дальше отходишь, тем хуже его видно. Это не может пройти модерацию Яндекс. Окей. Создал фичу, которая позволит приблизить монитор, потянуть за него, за любой из мониторов и увидеть его. Вот. С мобилы это просто ты делаешь пальчиком вот такой свайп. Вот, это то, что сделано сейчас тут. Теперь переходим к нашему долгострою. Садовник Шу. Теперь это версия 0.52.5, в которой добавилась возможность садиться внутрь вертолета. 4 разными способами можно управлять вертолетом. На вертолете можно перемещаться и попадать на другие уровни. Новые объекты в садовнике Шу. Это бомбы,
Вот они, так выглядят. Вот, мы кинули бомбу, и она покатилась. И создала дырку в том месте, где она взорвалась. Садимся в вертолет и смотрим, какие оружия у нас сейчас имеются. Так, инструкция управления вертолетом. Так, давай посмотрим. 4. Теперь у нас на 4 это огнемет. 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 Огнемет, ну. И вот он жжет. Огнемет жжет. Жгучая вещь. А демонов я научил пить воду. Они пьют воду и таким образом поправляют здоровье. Огнемет работает как огнемет прямо. 1 в 1. Поджигает. И дает возможность гореть даже тогда, когда я не воздействую на демона. Вертолет научился присасывать к себе предметы для того, чтобы, смотри, например, лежат патроны. Мне не нужно выходить из вертолета, чтобы их подобрать. Они вот таким вот образом притягиваются. Стрелочки вот эти вот временные, которые появились, это пока экспериментальная фича для перехода между уровнями на вертолете. Чтобы можно было полететь в сторону подобной стрелочки и оказаться на другом уровне. И вот я хочу показать, что появился не просто пирс, а пирс, составленный во много пирсов, превращается в дорожку на другой уровень. Понимаешь? Подытожим, что мы сделали. Значит, за май мы создали Шумат 3, который можно увидеть либо по ссылке в описании, либо на Google Play найти Шумат 4. И научили летать вертолет, добавили огнемет, научили демонов пить воду и подлечиваться самостоятельно, научили бомбы взрываться так, чтобы повреждался террейн, ну, то есть ландшафт менялся от взрыва бомбы. И научили волка конвертировать алмазы в патроны, и в сетевой версии тоже это реализовано. В общем-то все. Поэтому вот, смотрите, играйте в Шумач. В Садовника Шу пока не играйте, он не готов, но скоро я скажу вам и про Садовника что-нибудь. Пока. Па-па-пара-пам.